России, в Сочи, в Югспорте. Зайдем в гости одному из наших самых серьезных спортсменов, чемпиону мира Артему Акулову. Тём, мы к тебе. Давай. Как раз ничего не делаем. Ничего не делаете. Отдыхаем. Артем Акулов со своим другом Сергеем Колесниковым живут. Вот такой номер. Сейчас отключим телефон. Вот. Картину сами нарисовали же, да, по-моему? Да, же. Хотим несколько слов у чемпиона мира Артема Акулова взять, типа интервью. Артем, знаешь, вот мне часто задают вопросы, это подписчики там звонят, говорят, вы там общаетесь с сборной, скажи, вот это Акулов, это же его, говорит, псевдоним, он специально взял такую фамилию, чтобы запугивать своих соперников, там, наверное, настоящая фамилия как-нибудь там Рыбкин, Плотвин или нет. А вот это, говорит, он псевдоним взял, это правда или нет? Ну, знаешь, да, была такая история, раньше меня звали Селедкин, как, ну что ты уж, нет. Как сказать-то, не устрашающе, как-то несерьезно, да, тут Акулов, как бы Акула, да, сразу же понятно, там, царь океана, там. Ну, чем-то же надо, да, устрашать соперников, блин. Конечно. Понятно. Так и получилось. Не, ну если серьезно, я подтверждаю, я с отцом его еще выступал. Ведем уже свой, да, в интернете. Да. И такой в основном направленность на методическое вот такое, то есть как методика, как это там. Я сейчас хочу, часто очень слышу критику такую, знаешь, там, да, вы там ни хрена не соображаете, вы это. А мне кажется, что я хочу вот такую тему пропагандировать, что у нас же в принципе, как в UFC, как в боксе, такая же тема. Там один тренер, допустим, одна школа, да, тяжелой атлетики, к примеру, направлена, у кого-то выносливости больше. Ну, кто-то больше ставит ставку там на борьбу, если это в UFC, кто-то на боксерскую технику. Такой. У нас же точно так же в тяжелой атлетике. Кто-то там силой ног, да, кто-то ноги пробивает и пошел там физику, Владик Луканин, то есть с физикой все поднимал. Физику, да. Расскажи, ты секрет, вот у тебя что, какая, ты на какую вот твоя школа Рима Ахметовича, Серазидинова и Акулова, на что ты ставку делаешь? На самом деле у меня тоже, я скорее всего, больше стараюсь как бы силы набирать, потому что техника вроде как более-менее не страдает, поэтому стараюсь на тренировках больше делать тяги, приседания, побольше, постоянно побольше, чтобы физуху пробивать постоянно. Но это, наверное, физуху ты пробиваешь, ты уже, наверное же, в каком-то этапе, допустим, там в детстве вы наработали технику, ты говоришь, техника довольно стабильная, довольно но технику уже наработали, и сейчас уже работаете, допустим, просто подводите к соревнованию физически. Ну да, вот, допустим, да, в детстве, да, я там прям, меня вот, когда Рим Ахметович только первый вот взял, первый год, я прям очень сильно мучился, ну как маленький спортсмен, я имею в виду, он меня прям, как это, я даже не знаю слово подобрать, мучил прям на технику, прям, чтобы я конкретно... То есть отрабатывали постоянно только техническое... Да, только техника, и как... Вот уже более-менее поставилась у меня техника, уже все как бы нормально. Я начал уже больше работать там на объем, на силу там. Ноги у меня как бы всегда были более-менее нормальные. Ну, мы видим, да. А так все, да, очень часто начал делать наклоны, тяги, короче, забивать и укреплять, очень сильно укреплять спину. Потому что, ну, для меня это очень важно. Что ты можешь сказать, знаешь, каким вот более юным спортсменам? Я, как бы сказать, свое мнение тоже скажу, потому что мы являемся как в какой-то стороне твоими преемниками, потому что с нашей стороны всего 4 человека за всю историю на данный момент участвовал на юношеских Олимпийских играх, я имею в виду среди юношей. Ты их в Сингапуре выиграл, мы в Нанкине, мой спортсмен, занял 2-е место, да? Вот, и, скажем так, что ты можешь пожелать юным спортсменам, вот, какой ориентир? Я тебе сразу скажу, что я хочу взять такие вот интервью там у нескольких спортсменов, у Олега Чена хочу взять, у Адама Малигова, у Асланбека Идиева,
Ну, вот, пообщаться и именно направить на то, что у нас, у каждых, там в Чечне своя школа тяжелой атлетики. Внутри Чечни у Асланбека своя, у Ибрагима Самадова свой взгляд. И вот какие-то такие вот нюансы методические, я думаю, что многим зрителям было бы полезно узнать, допустим, узнать какой-то совет. Хотел бы ты, кстати, подумаешь, что в конце видео сказать, совет какой нашим зрителям на то, чтобы вот человек тренируется там где-нибудь там в Костроме, в Вологде, на что ему внимание обратить? Ну, в первую очередь я хочу сказать, юные спортсмены, бывает такое очень часто, что просто не получается что-то делать, и как бы уже все, нафиг надо, я пошел, уже не хочу, и так далее. Это ни в коем случае как бы нельзя делать, надо верить в своего тренера, как бы, раз он тренер, в любом случае не глупый, не посоветует плохого. Надо верить своему тренеру, надо верить в себя, как бы, и абсолютно верный совет. Не расстраивайтесь, записывайтесь ко мне на онлайн-тренировки. У меня потому что тоже был такой период, я прям, все, вот у меня прям спина болела, как раз это было перед чемпионатом, перед первенством Европы в Израиле, да, в 2009 году, это было, да, в 2009 году. Я тогда, у меня там просто настолько болела спина, я просто не мог встать с кровати. И, тем не менее, у меня там тренер меня наставил, все как надо, мне спину закачал, я еще поехал, я еще свои лучшие результаты поднял. То есть руки нельзя опускать никогда. Артем, смотри, а вот мы сейчас, я же потом тоже буду снимать в течение сборов, я твои упражнения тоже, там рывки, толчки, нет-нет, подсниму, тоже буду показывать, чтобы люди наблюдали за подготовкой. Вот. Еще один вопрос. А ты сам ведешь, сейчас модно вести вот эти онлайн-тренировки, ты сам ведешь что-то такое? Знаешь, очень много людей просит, но не знаю, это лень, наверное, что ли. Не знаю, этим надо как-то постоянно заниматься, ну, просто совмещать. Артем, я тебе сразу скажу, я знаю, ты сразу, я тебе сейчас скажу, дам номер моего телефона, и ты сразу их отправляешь ко мне. Слушай, а вот такое ты предложение как бы рассмотрел? Мы сейчас с Димой хотим уже проводить сборы здесь, вот для спортсменов. Да, вот такие хотим проводить. В принципе, не на эти, естественно, сборы в апреле мы не успеем, мы чуть поздно начали это делать. На следующие сборы ты бы на таких мероприятиях мог бы участвовать, как в качестве приглашенного спортсмена, допустим? В качестве этого тебе было бы это интересно? Ну, если реально бы со временем у меня... То есть, если реально тебя заинтересовать, тебе будет это интересно. Ну, и это, конечно, тоже. Ну, и тут уже со временем тоже, сам понимаешь, что постоянно сборы, я дома понимаю, тоже да. надо. Все, пока, удачи в подготовке. Давай, все, давай. А мы идем в следующий номер. Вот, а это вот наша база. В этих номерах живут спортсмены. Вот в этом номере. Так, Артем в 16-м, а мы в 12-м живем. Сейчас зайдем к моему спортсмену. В каком-то интервью недавно он сказал, что читает Достоевского. Мне кажется, в основном компьютерные игры играет. Проверим. Сейчас читает Достоевского. Ну-ка. Ну, понятно. Славик, ты же сказал, что в свободное время Достоевского читаешь. Ницше, Канта и так далее. Нет? Я обманул. Обманул? Да. Ну, понятно. Ты имей в виду, я снимаю, я это выставлю все. Ты тоже читаешь что-то? Угу. Понятно. Настя. Ладно.